Тема сегодняшней лекции – пространственно-временные кватернионы. Я расскажу о совершенно другом типе кватернионов, которые позволяют учитывать свойства физических величин по отношению к операциям пространственной и временной инверсии. План лекции следующий. Состоит из 4 пунктов. Вначале я напомню, что такое кватернионы Макфарлейна. Затем расскажу о том, как осуществляется пространственный поворот кватернионов. Следующим пунктом я расскажу пространственно-временные кватернионы, что это такое, и затем мы обсудим, как с помощью пространственно-временных кватернионов можно осуществлять операции пространственной и временной инверсии. Итак, кватернионы Макфарлайна. Кватернион Макфарлайна представляет собой четырехкомпонентный объект, у которого есть скалярная часть и векторная часть. Величины А1, А2, А3 образуют базис кватерниона, а Q1, Q2, Q3 и Q0 – это просто числа. Кватернионы Макфарлайна отличаются от кватернионов Гамильтона правилом умножения базисных элементов. В алгебре Макфарлайна квадраты базисных элементов А1, А2, А3 равны единице, а произведение А1 на 2 равно не А3, как у Гамильтона, а А3 умноженное на величину и, где и – это мнимая единица, и в квадрате равно -1. Эти правила удобно представлять в виде вот такой таблицы, в которой есть А1 на 1 получается единица, А1 на А2 получается и А3, А1 на А3 равняется минус и А2. Алгебра этих базисных векторов, она антикоммутативная. Преимуществом кватернионов Макфарлейна является то, что квадрат вектора в этой алгебре всегда положительно определенный. Поэтому вот эти базисные элементы А1, А2 и А3 имеют очень хорошую геометрическую интерпретацию. Их можно интерпретировать как единичные векторы, которые образуют векторный базис кватерниона. Огромным преимуществом кватернионов является то, что на этой алгебре определено клиффордовское произведение векторов. Вот такое прямое произведение А на Б равняется, значит, скалярному произведению плюс векторному произведению. Это позволяет в компактной форме и адекватно описывать различные физические системы, писать уравнения и, в общем, хорошо описывать физические объекты. Теперь поворот кватерниона. Поворот кватерниона Q осуществляется с помощью операторов поворота R и R сопряженные. Эти операторы обеспечивают поворот кватерниона на угол θ вокруг оси, определяемым единичным вектором n. Произведение операторов поворота равно единице. Преобразованный кватернион получается из исходного путем умножения его на операторы справа и слева R и R сопряженные. Поскольку скалярная часть кватерниона при поворотах не преобразуется, то преобразование кватерниона сводится в основном к преобразованию векторной части этого кватерниона. Если мы вот распишем это выражение с использованием операторов поворота, то мы получаем вот такое выражение. В этом выражении подразумевается клиффордовское произведение векторов, то есть векторов n и a, клиффордовское произведение. Если мы его раскроем в терминах векторной алгебры, тогда мы получим, что преобразованный вектор выражается вот через такое вот выражение, где уже использованы скалярные и векторные произведения векторов. Эта операция описывает поворот вектора А вокруг оси, определяемым единичным вектором n, на угол θ. Теперь пространственно-временные кватернионы. И вот, используя идеи кватернионов, можно предложить совершенно другой тип кватернионов. Пространственно-временной кватернион представляет собой также четырехкомпонентный объект, где у него есть скалярная часть и пространственно-временная часть. Базис этого кватерниона ET, ER и ETR имеет совершенно другой смысл. Это не единичные вектора. ET – это временная единица. Она изменяет свой знак при операции временной инверсии. ER – это пространственная единица. Она изменяет свой знак при операции пространственной инверсии. И, наконец, ETR – это пространственная временная единица. Она изменяет свой знак и при операции
временной инверсии и при операции пространственной инверсии. Правила умножения пространственных временных единиц точно такие же, как и правила умножения базисных элементов кватерниона Макфарлайна. То есть ет на ет равно единице, ет на е равняется и етр, а ет на етр равняется минус и на ер. Вот с помощью этих кватернионов можно описывать операции пространственно-временной инверсии. Вот рассмотрим кватернион G. Операции пространственной инверсии осуществляются с помощью базисных элементов ет, ет. Если мы кватернион er умножим справа и слева на базисные элементы ет, то мы получим следующий кватернион, у которого пространственная и пространственно-временная части изменили знак. Операции временной инверсии осуществляются с помощью базисных элементов er. Если умножим кватернион на эти элементы, то мы получим кватернион, у которого изменяется знак у временной части и у пространственно-временной части. И, наконец, пространственно-временная инверсия осуществляется с помощью элементов etr. Мы получаем кватернион, у которого изменяется и временная часть, и пространственная часть кватерниона, а пространственно-временная часть остается без изменений. Значит, иногда удобно вот эти единицы пространственно-временные переобозначить с помощью таких цифровых обозначений. Тогда ет равняется е1, е равняется е2 и ет равняется е3. И пространственно-временной кватернион может быть записан в такой форме, где у него есть пространство, есть скалярная часть и пространственно-временная часть. На основе кватернионов Макфарлайна и пространственно-временных кватернионов можно построить вот такие 16-компонентные объекты, называемые пространственно-временными сидионами. Пространственно-временной сидион – это 16-компонентный объект, у которого есть 4 скалярных части, вот это, b, вот эта часть и вот это, и 4 векторных части. Итого 16 компонентов. Если мы перепишем это выражение несколько в другом виде, то мы увидим, что здесь пространственно-временной сидион представляет собой сумму обычного кватерниона Макфарлайна, потом временного кватерниона, пространственного кватерниона и, наконец, пространственно-временного кватерниона. С помощью пространственно-временных сидионов, вот эта алгебра, она образует пространственно-временную алгебру, с помощью которой можно писать уравнения, которые описывают электромагнитные поля, слабые гравитационные поля, писать уравнения гидродинамики вихревых потоков, гидродинамики плазмы, электродинамики сверхпроводников, а также описывать сильные и слабые взаимодействия. Об этом будет рассказано в следующих лекциях. Итак, заключение. Пространственно-временной базис позволяет учесть свойства физических величин по отношению к операциям пространственной и временной инверсии. Это служит основой для построения пространственно-временной алгебры. В заключение хочу порекомендовать вам книгу авторы Виктора и Сергея Мироновы. Называется «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Книга распространяется свободно через интернет. Ссылка приведена вот здесь внизу, а также в закрепленном комментарии к этому видео. Благодарю за внимание. Если у вас возникли вопросы или желание что-то обсудить, вы можете написать мне, используя этот e-mail. Спасибо за внимание.